Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем наращивание гелевыми типсами. Если вы еще ни разу не делали такое наращивание и вам интересно посмотреть, как выполняется такой вариант наращивания, то в этом видео я покажу вам, как это выполнять. И также покажу, как относились мои ногти. Я уже сделала коррекцию. Первый раз я делала это наращивание, у меня все замечательно получилось и ногти хорошо относились. И еще я сделаю дизайн. Я сделаю интересный переход из блесток в цветной гель. И мы сделаем дизайн акварелью на ногтях. Если вам все это интересно, то продолжайте смотреть. Что нам необходимо для наращивания? Первое и самое главное – это типсы. О них мы поговорим позже, уже более подробно. Также у меня подготовлены ногти, сделан аппаратный маникюр и подготовлена ногтевая пластина стандартным методом. На среднем пальце у меня сломан ноготок. Это я так выбирала себе куртку на зиму. На правой руке сделано наращивание такими же гелевыми типсами. И даже уже сделана коррекция. А вот на большом пальчике у меня вариант отросшего наращивания. Видно, что наращивание держится без отслоек. Итак, что нам еще необходимо для наращивания? Это LED-фонарик или мини-лампа. Кому что удобнее, у кого что есть. У меня вот LED-фонарик. Для того, чтобы быстро фиксировать типсу, он нам просто необходим. Основные материалы, без которых это наращивание невозможно, это у нас праймер, база и топ. Базу можете выбрать любую, это каучуковая либо классическая. Праймер лучше взять бескислотный, топ вы выбираете любой, какой вам необходим. Далее, для того, чтобы нам как раз уже выполнить мой задуманный дизайн, это нам нужны блестки, у меня они от Louis Philippe, и какой-нибудь цветной гель, у меня зеленый гель от Cosmo Profi. Ну и нам необходим будет матовый топ. Давайте начнем с гелевых типс. У меня вот такие гелевые типсы. Это фирма Casco или Cascae. Я точно не знаю, как это произносится. Это у меня фирма из AliExpress. Если вы можете найти где-то у себя в магазине, то окей, я нашла это в AliExpress. Потому что в Грузии, я сейчас живу в Грузии, здесь я не нашла гелевых типс. В общем, я заказала эту фирму, и мне понравилось, что они на палочке, во-первых. Во-вторых, у них много размеров, а еще много форм. Но я взяла себе миндальные ноготочки, они глянцевые, хотя у этой фирмы есть и матовые варианты. Я взяла глянцевые. В общем, я их не матировала, не зашлифовывала, они у меня отлично продержались, так что можно брать и глянцевые варианты. У меня на указательные, смотрю, подходит 6, вроде бы, но не хватает еще чуть-чуть поменьше размера. Смотрю, ага, есть там 5,5, нет, это больше. Смотрю, 6,5, вот 6,5, оно поменьше, идеально подошло под мой указательный ноготок. Это очень удобно. Верхние формы подбираются прям буквально под ваш ноготок. Пространство между ноготком и гелевой типсой не должно быть большое, как при верхних формах. Мы должны делать минимальное расстояние между своим ноготком и типсой, потому что там будет лежать база, она должна лежать в тонком достаточно слое. Не выбирайте себе арочные, потому что мне даже писала одна девчонка, которая моя подписчица, она сказала, что выбрала себе арочные и вот не знает, чем заполнить пространство между ноготком своим и арочной формой. Они все-таки больше подходят именно под арочные ногти. Если у вас арочные ногти, берите себе как раз арочные типсы. Они вот для вас подойдут идеально. Я беру всегда, когда не знаю, что подойдет мне или нет, я беру себе миндалевидные ногти, они подходят чаще всего под многие. Смотрим, чтобы ваши боковые стороны закрывались гелевые типсы. Смотрите, чтобы у вас не оставалось пространства, не было такого, что боковая сторона ноготочка в одной из боковых сторон нету закрытого, пространство какое-то и осталось. Это все нужно закрыть. Не забывайте сделать себе подготовку ногтевой пластины. Это мы зашлифовываем, приподнимаем чешуйки, делаем маникюр и тому подобное. Далее я протираю изнаночную сторону типс для того, чтобы они немножко помутнели. Мне так кажется, что вдруг будут держаться лучше. Вот. Но вообще, мне кажется, это сильного влияния не имеет. Но я просто убираю какую-то лишнюю пыль, допустим, на них. Также на ноготках. Далее я беру праймер, наношу на ноготочек.
кто-то наносит только на кончик, я наношу до кутикулы, оставляя 1 мм. Далее я беру базу, и она нам нужна для того, чтобы нанести втирающим слоем на ноготок. И сушим. То есть нам нужен очень такой тонкий слой базы для того, чтобы она присутствовала на всем ноготочке. Втирающим слоем наносят именно каучуковую базу, такую, которая густая. Если у вас классическая база, то можно нанести и просто так. Сейчас я покажу вам, как я присушиваю фонариком. Я его подвешиваю вот так вот на лампу. И сейчас покажу, как я наращиваю. Я наношу капельку базы, совсем немножечко. Ну, я тут немножко переборщила. И на кончик подношу к ноготочку под углом. Включаю заранее лампочку свою. Под углом я наношу ноготочек. Далее я покажу уже более подробно. Уже будет все видно. Сейчас я чисто показываю, как фонариком присушиваю. Все, вот так вот я поднесла около кутикулы. Все держу, фиксирую, чтобы нигде воздух не проник. Подсушиваю по 5 секунд или 6. Переворачиваю ноготок. Убираю там базу лишнюю апельсиновой палочкой. Подсушиваю под ноготком фонариком. И далее в лампе сушу полное время. Все, ноготок готов. Вот мы и сделали наращивание. Сейчас я уже покажу более подробно, как я это все делаю. Наношу вот таким образом базу. Главное, чтобы нанеслась она везде. По боковым тоже задела сторонам, не только в серединку. Нажимаем на форму, и база немножко сама утекает до кончика. Подсушиваем, и потом внизу убираю лишнее. И далее опять фонариком подсушиваю уже внизу. И потом сушу полное время в лампе. Вот и все. У меня даже получается, что у меня нету затеков на кожу под самой формой, что очень удобно и не занимает времени для того, чтобы там что-то подпиливать. Придерживаем у кутикулы и не оставляем у кутикулы, чтобы не зашло туда воздуха. То есть мы стараемся максимально надавить на то место, чтобы именно около кутикулы все было в стык. А далее мы уже немножко нажимаем, чтобы боковые стороны типсы закрыли боковые стороны нашего ноготочка, чтобы он утонул в нем, можно так сказать. И после этого мы уже все сушим полное время в лампе. Вот и наши ногти готовы, наше наращивание. Далее я беру типсорез, им намного быстрее все убрать. И типсорезом убираю лишнюю длину, уж слишком длинная для меня длина. Сверяю с другой рукой, смотрю, какая у меня там длина, и убираю. Потом сравниваю все ноготочки и убираю длину очень быстро и эффективно. И они так не ломаются. Далее я уже приступаю к опилу. Тут нужно немножко скруглить все, убрать, сделать такую овальную либо миндалевидную форму. В этот раз я сделала миндалевидную форму. Здесь много пилить не пришлось. Самое главное, не испортите архитектуру. Сделайте так, чтобы боковые стороны не снеслись и у вас не получился птеродактиль какой-нибудь. Вот. И далее я беру такую фрезу с тонким кончиком таким, с которым будет удобно подобраться около кутикулы. И еще здесь моя небольшая ошибочка. Я забыла снять липкость около кутикулы. Там ведь есть база, а у базы есть липкий слой. К сожалению, мой носик немножко подзабился, но ничего страшного. Я это все заметила и сняла с фрезы вот эту забившуюся пылюшку. Не забывайте убирать, если у вас что-то не пилится. И также протерла ноготочки и убрала уже ступеньку везде. Далее я беру свои блесточки, но если вы не делаете никакой дизайн, а вам нужно просто какое-нибудь бежевое покрытие, берите базу какую-нибудь камуфлирующую и делайте просто выравнивание. И все, и ваше наращивание готово. Но я заморочилась, сейчас я нанесла блестки. То есть я уже ничем не выравнивала, не наносила никакую базу, я просто подпилила. И сейчас приступаю к выкладыванию блесток, потому что здесь нам не нужно около кутикулы создавать большого объема. Поэтому я ничего не наносила, просто наносим блестки, сушим
Немножко их еще вот так растягиваем, но не сильно, потому что они могут только все испортить. И далее я уже наношу гель. Именно зелененький выбрала, потому что необычно смотрится, мне нравится. Он такой, как какая-то карамелька, либо что-то, какая-нибудь крем. Очень классно смотрится. Далее я взяла свою любимую кисточку для геля. И, если честно, взяла ее просто в художественном магазине. Главное, чтобы она была синтетическая. Так можете брать, что вам больше нравится. И все, я наношу этот гель, распределяю, выравниваю. Много, главное, не наносите, чтобы не сделать их слишком большими. Также переворачиваем и сушим в лампе. Так я делаю на всех ноготочках. Самое главное, чтобы оно закрыло мой ноготок, но я, если честно, даже и это не сильно стараюсь делать. Мне не так сильно бесит, если там торчит мой ноготок, где-то виден. Для меня это как бы не сильно важно. Все, так переворачиваем, сушим полное время. Девочки, мы смотрим, во-первых, какая у нас лампа. Мы смотрим на то, какой у нас гель. Гель бывает разный, он бывает УФ утверждаемый, LED утверждаемый. И производители данных баз, либо гелей, они обязательно пишут, сколько сушить гель в какой лампе. Допустим, в LED-лампе столько, в UF-лампе столько. И сушьте данное время. Ну и вот, наши ноготочки готовы, но это еще не все. Мы приступим к дизайну. Сейчас я сделаю акварель на ногтях. Я сделала матовый, для того, чтобы нанести сейчас какой-нибудь дизайн. Далее я беру акварельку, цвет сепия и свою любимую кисть для акварели. Я развожу там все, водичку, конечно же, принесла. И сейчас мы будем рисовать акварельный дизайн на ноготочках. Сделаю я веточку и делаю листочки. Они все примерно одинакового размера, но стараюсь делать какие-то загнутые, какие-то сильно погнутые. То есть такой немножко даже подсушенный лист. Вот, и стараюсь сделать его именно красивым, чтобы он ноготочек вытягивал, а не делал коротким. Хочу напомнить, если вдруг вы не знаете, что у меня есть курс по акварели на ногтях, то есть я разбираю все от инструментов, материалов до самих техник. Там показано 7 техник акварельных, также какую кисточку нужно выбрать, какой акварелью лучше рисовать и вообще как закрепить акварельный дизайн на ногтях. И сделаем сразу несколько красивых дизайнов. Если вам это интересно, то переходите по ссылке и приобретайте этот курс. Я буду, конечно же, поддерживать вас в течение прохождения этого курса, и по прохождению этого курса вы получите сертификат. Я решила нарисовать веточку на соседнем ноготочке, потому что мне показалось, что одной веточки недостаточно. И также я еще добавлю такие размытые пятнышки вокруг веточек для того, чтобы дополнить картину, но их можно не делать. Да и также можно вообще этот дизайн не делать, а оставить блески и гель цветной, либо вообще покрыть базой какой-нибудь цветной и покрыть топом. Вот такое получается у нас быстрое наращивание на самом деле, что остается время на дизайн. Как вы вообще думаете, справитесь ли вы с таким наращиванием или нет? Получится у вас такое или нет? Мне кажется, что именно с таким наращиванием справится даже новичок. Напишите в комментариях, как вы считаете, как вам такое наращивание, именно способ сам по себе. Пробовали вы такой способ или нет, какие вы фирмы, может, типс хотите посоветовать всем девчонкам, которые будут спрашивать, возможно, или интересоваться этим наращиванием. В общем, давайте свои советы какие-то, либо задавайте вопросы, возможно, кто-то на них ответит, либо, если что-то знаю я отвечу вам тоже в комментариях. Но вообще, все материалы, которые я использовала в этом видео, обязательно я их оставлю под видео в описании, все ссылочки, также на Алиэкспресс. Так что переходите, смотрите, фирму изучайте. И если вам понравится, возможно, вы закажете себе такое тоже и попробуйте. Вот такое наращивание у нас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into